Привет, друзья! Сегодня будем готовить бишбармак из конины. Недавно ездили в Чувашию, проезжали татарские деревни, и я не смог удержаться, зашел в магазин «Халяль» и купил себе 3 килограмма конины, передок, хорошая часть, ну и конская колбаса. Первым делом их нужно отправить вариться. Вариться им нужно будет долго. Закладываем вариться в холодную воду, так как бишбармак – это не только вкусное мясо, но и вкусный бульон. Нам нужно, чтобы мясо максимально отдало ему свои соки. И сразу хорошенько посолить. На это количество примерно 3 столовые ложки соли. Закрываем крышкой и оставляем вариться не меньше 2 часов. После этого перейдем к следующим этапам. Прошло 2 часа. Давайте откроем. Несмотря на то, что запах стоит невероятный, конина еще далеко не настолько мягкая, как нам нужно. Тем не менее, я уже могу зачерпнуть немножко бульона, чтобы он остывал. На нем мы будем замешивать лапшу для нашего бишбармака. Так лапша будет намного вкуснее. Бульон остынет и будем замешивать. Ну и теперь самое интересное. Будем готовить лапшу для бишбармака. Здесь все просто. 500 грамм муки, щепотка соли, 1 яйцо, а бульон уже добавляем по консистенции. Муку, соль и 1 яйцо. Бульон у нас уже жирный, поэтому растительное масло можно не добавлять. И начинаем замешивать рукой. Как только тесто становится плотным, перекладываем его на стол и вымешиваем на доске. Вот так. Вот такое мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам, у вас должно получиться. Оно полежит еще полчасика, отдохнет и станет еще более податливым, его будет легко катать, для того, чтобы у вас получилась тоненькая и вкусная лапша. И еще одна неотъемлемая часть бишбармака – это соус из репчатого лука, томленого в жиру, который выделяется во время варки мяса, с большим количеством молотого черного перца. Нужно тоненько порезать лук. Немного соли и черный перец. И аккуратно цепляем жирную часть бульона. Довести до кипения и прогреть 2 минуты. Ну а нам пора вытаскивать разварившуюся конину и дать ей остыть. Вы только посмотрите, какое мягкое мясо. Ну а все, что нам остается, это раскатать лапшу, сварить ее в оставшемся бульоне и разобрать мясо. И можно подавать бишбармак. С тестом все просто. Присыпали мукой, выкладываем тесто, еще немного присыпаем его мукой, чтобы ничего не прилипало. И раскатываем. В каких-то семьях нарезают бишбармак аккуратными квадратиками, где-то это делают большими полотнами. Большими полотнами мне нравится больше, потому что ты можешь прям завернуть в эти макароны мясо с луком и съесть его, насладившись всеми вкусами. И теперь отправляем наши листы вариться в сильный кипящий бульон.
Лапше варится минут 10. За это время мы как раз успеем разобрать мясо от костей и измельчить. Посмотрите на это. Посмотрите, оно просто отходит. Лапша готова. Пора вытаскивать. Вот такая натуральная, домашняя, вкусная еда у нас сегодня получилась. Бешбармак обычно едят руками. Давайте пробовать. Друзья, это так вкусно. Это, конечно, очень жирно. Но это настоящая еда, приготовленная с душой, теплая и приятная. Спасибо за вашу поддержку, за лайки, комментарии и за то, что подписываетесь на канал. Ну а у меня на этом все. Пока.